Привет всем! Итак, это вторая часть нашего моделирования. Напомню, что мы делали в первой части. Мы с самого нуля делали моделинг шкафчика, стеллажа IKEA. Я показала, как это полностью сделать в 3D Max. Потом мы назначили материалы корона. Сейчас я покажу, как нам сделать материалы для V-Ray. Дальше все это экспортируем в нужных форматах в короне и V-Ray для размещения на 3D. Дальше я покажу, как я это размещаю именно на самом сайте, как отправляю на модерацию, и покажу вам, как эта модель прошла модерацию, и далее покажу вам две продажи, которые случились за эти 2 недели, с тех пор, как я разместила. Мгм. Так, вот он наш рендер, который мы стали делать в прошлом видео, в первой части. Также, если вы ее не смотрели, найдите ее на моей странице. Смотрим, что у нас получается. До этого мы включали интерактивный рендер, а теперь смотрим обычный рендер. Тут мы видим, что у ножек слишком сильный бамп, да, то есть слишком много вот этих вот волн от нойза мы видим. Здесь можно сделать либо сайз поменьше, размер этого нойза, да, то есть прям можно сделать 0,01, чтобы он совсем был таким небольшим. И дальше можно уменьшить размер бампа, самой карты бампа. То есть здесь можно поставить 0,3, и здесь можно поставить 0,3. Тогда у нас бамп будет минимальный. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Нажимаем на рендер. Иногда в интерактивном рендере это не видно, поэтому включаем такой полноценный. Проходит несколько секунд, можно прям пару пасов, и уже будет видно. Так, вот она моя папка. Сохраним рендер в формате PNG и обязательно поставим галочку «Сохранить альфа-канал». Так, делаем следующий ракурс. Вот у нас будет второй ракурс. Там я не показала, но у меня полностью прошел рендер, я там ставила на паузу. То есть он прошел до конца, до 2,5%, сделался денойзинг, и тогда я уже нажала кнопку «Сохранить» и сохранила как PNG с альфа-каналом записано. Так, тут я подбираю ракурс, такой же, как у нас на сайте производителя. Да, можно ракурсы брать такие же, как у производителей, чтобы, когда человек, например, на сайте делает поиск по картинке, была больше вероятность, что ему попадется именно ваша модель. Потому что иногда бывает поиск по картинке срабатывает некорректно. Тут давайте мы покрутим HDRI-карту, потому что под каждый ракурс можно делать свое освещение, чтобы модель у нас смотрелась наиболее выигрышно с любых ракурсов. Вот здесь мы подсвечиваем эту сторону. Так, и включаем рендер. Тут я тоже не буду показывать полностью, но вот он у нас дошел до 1,96%, сделался денойзинг, и я также сохраняю в PNG с альфа-каналом. Да? Галочку альфа-канала не забываем. Это нам нужно будет, чтобы потом легко вставить белый фон в фотошопе. Делаем третий ракурс, можно какой-нибудь поближе сделать на наши дверки, чтобы человек мог оценить вот эти вот выпуклости, как они сделаны. Также тут немножко видно ножки фигурные. Нажимаем. Вот кнопка, которую я нажимала, камера и вот синий плюсик, это значит, что мы сделали камеру из нашего вида, из перспективного. Тут мы видим, что слишком большая тень, поэтому двигаем HDRI-карту, чтобы осветить вот эту вот левую боковую часть. Двигаем, но также эту тень немножко оставляем, чтобы у нас не было равномерного освещения, чтобы у нас все это смотрелось более гармонично. Подходит. Здесь можно добавить Corona Ambient Occlusion. Что он делает? Он делает у нас в местах пересечения объекта небольшой такой контур. То есть у нас более ярко будут смотреться вот эти вот все пересечения. Да, вот. Будет более контрастная модель. Поэтому давайте переделаем эти. Я переделаю тут рендеры уже с Ambient Occlusion. Делаем outside, небольшой отступ, там 2-3 мм будет достаточно. Вот, ну, в принципе, подходит, да. Делаем полноценный рендер, ждать не будем вместе с вами, тут я уже сделала. 1,74% он показывает, сохраняем опять PNG с альфа-каналом. И готово. Теперь мы переходим в наш первый ракурс. И в этом ракурсе мы его сейчас переделаем, да, потому что первый у нас был без Ambient Occlusion. Мы тут можем увидеть разницу. Посмотрим разницу между шкафчиком с этим эффектом и без этого эффекта. Да. То есть с эффектом у нас выделены все эти тени, а здесь у нас более смазанный материал. То есть слева у нас материал более
реалистично смотрится и интереснее. Поэтому сохраним именно такой вариант с Ambient Occlusion. Сохраняем. Так, переделываем вторую камеру. Также смотрим интерактивный рендер. Опять крутим нашу HDRI-карту, чтобы она освещала красиво наш шкафчик. Так. Нет, поменьше. Поменьше нужен. Чем хороша именно карта HDRI Environment? Тем, что мы внутри уже можем ее крутить. То есть если мы обычный битмап в окружение вставляем, там очень ограниченный функционал будет. Здесь в HDRI Environment уже мы можем и высоту этой карты регулировать, и крутить ее по-разному. Дальше используем, делаем новый материал, Corona Physical, и вставляем карту Corona Via, самая последняя в нашем списке, вставляем ее на Base Color. И дальше в настройках ставим в Material Override этот материал. Переносим его и в каком-нибудь одном ракурсе, например, вот в таком, мы сейчас сделаем, ну, в общем, можно это сделать. Сделаем рендер. И вот мы видим, что у нас Material Override. Override — это значит перезаписать. То есть все материалы нашей сцены будут теперь вот такими вот сеточками. Это для того, чтобы у нас был, одна из наших картинок нашего объекта была с сеткой. Можно, конечно, сделать сетку принтскрином, но лучше сделать Corona Via. Будет смотреться интереснее. Четвертое. Сохраняем опять в PNG с альфа-каналом. Готово. Тут видно сетку. Человек может зайти на сайт и оценить, нужна ему такая сетка. Корректная она, некорректная, плотная, неплотная. Так, здесь удаляем все камеры. Да, готовим теперь наши объекты к экспорту. Так, заходим, убираем Material Override, убираем его, не забываем. Убираем его из окружения, это кнопка 8, убираем все окружение. Ставим, смотрим наши объекты, сетка, 2 объекта. Можно сеточку, можно сделать белым, например, чтобы когда мы выделяли или когда мы приходили на уровень сеток, он смотрелся таким вот сереньким. Ну, можно этого не делать, это не обязательно. Дефолт шейдинг переходим, сохраняемся. Проблемы были с интернетом. Смотрим Shift-T, обновляем, видим, что у нас наша Brown Photo Studio, это HDRI-карта осталась. Удаляем все ненужное, все вспомогательное. Оставляем в сцен материал только наш материал, который нам нужен. Проверяем, все ли на месте. Все на месте. Вот он, Occlusion, вот он наш материал. Смотрим, все ли названо логично. Закрываем. Дальше будем проверять сами объекты. Смотрим. Всего в сцене 2 объекта, скрытых никаких нет. Оба они editable поле. Стек модификатора очищен. Все чистенько. Каждый раз перед размещением на 3D проверяем, проходимся по вот этим пунктам. И делаем теперь экспорт. Выбираем нашу папку, куда мы сохраняем проект. И будем экспортировать FBX. Почему FBX? Потому что там у меня не везде четырехугольная сетка. Да, FBX 2009 выбираем. Это где-то я видела в правилах сайта, что нужно делать именно так. Дальше сохраняем. Так как я делаю в 24-м максе, я сохраняю как 22-й макс. Сохраняю. Тут можно подписать 2019, потому что я потом буду переделать еще в 2019 и корона. Все обозначили. Сохранили. Открываем 22-й макс. Да, тут у меня были проблемы с записью. Ну вот он у нас открылся 22-й макс. И дальше мы его сохраняем дальше. Save as. И сохраняем его как 2019 макс. Все, тут говорит, что он уже существует, но мы пересохраняем, получается, этот файл. Корону мы сделали. То есть мы сохранили FBX корону и сохранили файл корону. Теперь нужно сделать V-Ray. Вот он у нас в папке. Видим EKS Star корона FBX и EKS Star 2019 корона. Если мы собрались только корону делать, можно из них уже сделать папку. Если у вас были какие-то текстуры, в эту папку также кладем текстуры, очищаем все пути к этим текстурам. Но так как я тут делала простейшие материалы, тут никаких текстур нет, поэтому у меня в папке будет только файлы самого проекта. Дальше перевожу рендер V-Ray. Будем теперь переделывать всю нашу систему V-Ray. Multisub Object остается. Переделываем Corona Ambient Occlusion. Вместо него берем V-Ray Dirt. Назначаем Unoccluded Color, наш предыдущий цвет. И меняем материал, Change Material. И меняем основной материал на V-Ray
V-Ray материал. Меняем, поменяли. Так, ставим не корона, ставим V-Ray Dirt. Смотрим, там у нас было 2 мм, здесь тоже ставим Occluded Color такой вот, только потемнее. Ставим, ну, 3 можно миллиметра, 3-2 миллиметра, в принципе, там разница будет не сильная. Делаем Reflection, Glossiness. Смотрим, как у нас будет отображаться материал. Он такой немножко отражающий. Бамп делаем поменьше. Вот у нас Noise. Это также стандартная карта, поэтому Noise тоже можем спокойно поместить в бамп. Бамп мы уменьшили, он не будет так выделяться. Тут также Corona Physical Material. Мы переделаем его Change Material, Map Type нажимаем. Change Material, Type и V-Ray Material. Какие-то технические проблемы были. V-Ray Material. И то же самое. Какой у нас тут ставим бамп. Тут же его тоже, где у нас там бамп, V-Ray внизу. Мы ставим 10 примерно, чтобы Noise у нас не сильно выделялся. И цвет. Цвет диффузной карты. Выбираем пипеткой такой же, но он у нас был, кажется, посветлее. Посветлее, и Reflection был тоже побольше. Glossiness убавляем. Убавляем, но делаем побольше, так как это у нас крепление, да? Это у нас металл, покрашенный в краску. Вот у нас, пожалуйста, Blue Cobalt. Чем хорошо то, что я поменяла материал, нажав кнопку Change Material Type, то что названия материалов остались те же. Тут также меняю. И здесь подбираем металлический такой. Это у нас, если вы помните, наверху металлические, как называются, винтики. Подбираем подходящий цвет. Так, тут металл какой-то получается. Не совсем металл. Много лишних действий делаю. Но иногда бывает, задумаешься о чем-то и начинаешь быть везде. Ну, вот примерно такой вот. Ну, так как этот элемент очень маленький, его не особо будет видно. Делаем такой его немножко сероватый, иначе если он будет слишком белый, он будет смотреться как полностью белый. Добавляем ему, если мы полностью такой металлический блеск, он станет вот таким вот. Да, поэтому убавляем. Убавляем, и глоссинess тоже где-то посередине ставим. Да, тут регулируем. Ну, вот примерно так. Дальше, это у нас самая нижняя часть. Также Change Material. Делаем Grain. И делаем такой немножко отражающийся материал. Вот примерно так. Добавляем ему глоссинess, потому что он такой более отражающий, может быть. Так, проверяем. Проверяем. Для того, чтобы все красиво смотрелось, нажимаем на кнопку слева сверху. Так, и проверяем сцен материал. Не осталось ли у нас короны. Так, тут меняем сейчас отображение. Так, вот тут. Ну, давайте перформанс, да. Так, не то. Не то. Возвращаем. Возвращаем. Смотрим разные отображения, где у нас лучше всего будет смотреться. Но так как иногда, когда у нас, например, на диффузе карты, вот как тут V-Ray Dirt или Corona Ambient Occlusion, там у нас ну, вот такое вот некрасивое отображение. Так, тут я нажала 8, оставила там просто белый цвет и смотрим интерактивный рендер. Вот он. Так как у нас тут в окружении обычный белый цвет, поэтому он у нас будет освещать не так, как HDRI-карта, а более равномерно, да. Но тут мы просто проверяем, насколько подходящие у нас материалы, насколько они соответствуют по цвету тому, что мы сделали в короне. Мы видим, что материалы соответствуют. Если будет такое же освещение, как мы делали в короне, то точно так же все это будет выглядеть. Так, останавливаем. Проверили со всех сторон. И теперь удаляем. Да, возвращаем все, что было. Цифрой 8. И здесь давайте поиграем с отображением все-таки. Ну, пускай хотя бы так отображается, да, не полностью черным.
Так смотрится лучше. Дальше. Экспортируем. Также делаем экспорт в нашу папку. Так, не туда. Называем также, только вместо короны пишем V-Ray. Это у нас будет файл FBX. FBX вот здесь вот 2009 у меня. По-моему, был тьюториал именно 3DD, где они говорили, что нужно сохранять именно FBX 2009. И дальше сохраняем. V-Ray подписываем. Сохраняем в 2019 максимум. Так, переходим в Photoshop. Открываем наш файл. Вот он, так как мы сохранили с галочкой с альфа-каналом, он у нас сразу с таким вот фоном, то есть без фона. Ставим его по центру, наш объект. Примерно должно быть небольшое расстояние справа, слева, сверху, снизу. И наш объект должен быть по центру. Дальше берем кисточку большого размера и нажимаем. Получается вот такой вот идеально белый фон. И сохраняем. Переходим. Что-то не так открывалось. Смотрим. Сейчас будем копировать название сайта производителя. Название, описание. Копируем, вставляем. И дальше подписываем название. Шкаф, стеллаж, потому что, я не знаю, как это назвать. Слева у нас шкаф, справа стеллаж, Ikea. Подписываем обязательно. Производитель, если он есть. Подбираем, какая это категория. Скорее, это категория стеллаж. Дальше, файл модели. У нас было 2019 FBX. Сохраняли мы в V-Ray и в короне. Вот у нас наша папка. Вот они у нас два FBX. Предыдущий удаляем, да, там мы сделали только корону. Тут мы сделаем 2 FBX и 2 максовских файла. Опять-таки, если были текстуры, не забывайте текстуры тоже класть. Сохраняю вот в таком вот формате. Он самый WinRAR сохраняет в самом подходящем, самом открываемом таком формате. Выбираем эту папку, где у нас все это лежит. Загружаем. Смотрим. Так, сколько у нас там было полигонов. Посмотрим чуть попозже. И дальше. Я тут уже не стала показывать, но я проделала со всеми нашими 4 рендерами то же самое. Да? Я взяла сохраненные наши изображения. Так, тут я смотрю размеры. Сейчас буду сюда вставлять размеры сайта производителя, да, и мы по ним все это рисовали. Так, что я говорила? Я говорила о том, что я подставила белый фон везде, да, вот здесь количество полигонов беру. Везде подставила белый фон и сделала его на заднем плане, получается. Перевела на английский язык сайт Ikea. У меня был португальский. Так, и добавляю описание сайта. Здесь название копирую. Storage Combination. Здесь описание беру. Можно номер артикля ставить. Ставила 3 артикля, потому что эти шкафчики продаются как вместе, так и по отдельности. И взяла еще описание материала этого шкафчика. И также делаем ссылку на эту комбинацию для хранения. Делаем ссылку, делаем вот такое вот описание у нас получилось. Материалы. Материал я почему-то подумала, что это дерево, но потом я в описании увидела, что это на самом деле пластик. Можно выбрать пластик, металл. Ну, металл у нас там маленькая часть, но можно добавить. Дальше добавляем теги. Теги потом переведутся тоже на английский. Вот такие вот теги добавили. Проверяем, как у нас выглядит наше превью. Так, все заполнено. Принимаем условия, отправляем на модерацию. Вот. Так, прошло буквально 2 дня. И вот, пожалуйста, наш шкаф приняли. Он успешно прошел модерацию, без каких-либо правок, с первого раза. Вот, пожалуйста, V-Ray корона, наше описание, которое мы только что добавляли, и теги. Все на месте. Вот он, стеллаж Ikea. И так получилось, что этот стеллаж купили, получается, вот я разместила 31-го, 2-го его купили за 101 рубль, и 13-го его купили за 235 рублей. Вот сейчас я записываю видео числа. Сегодня 15 число. Вот. Ну, то есть с 31 по 15 прошло 2 недели, и стеллаж этот купили уже 2 раза. Один раз с 3DD за 101 рубль, и один раз с 3D Sky за доллары, то есть там в районе 230, по-моему, рублей пришло за него. Я считаю, что для такого необычного цвета это неплохой результат. 2 продажи за 2 недели. Вот. Таким образом, что мы с вами сделали? В первой части мы смоделировали. Я вам показала, как смоделировать простейший шкафчик, ну, с какими-то такими немножко усложненными, наверное, элементами, потому что мы там использовали и фигурную ножку мы делали, и вырезали вот эти вот цилиндрические полосочки на дверках, делали ручки.
Назначали материалы. Материалы тут были простейшие, то есть ничего сложного. Я даже не брала какие-то текстуры необычные. Мы обошлись обычными материалами из стандартных. Дальше мы с вами сделали рендеры, подобрали несколько подходящих ракурсов и сделали идеально белый фон. Да, то есть мы сохранили в PNG с галочкой на альфа-канале, перевели это все в Photoshop, в Photoshop открыли и на фон поставили, получается, в слой перед, поставили идеально белый цвет. Да, кисточкой сделали белый цвет. И вот, пожалуйста, у нас получилась такой вот, такие вот рендеры. Дальше мы все это экспортировали для 3DD. Можно даже куда-то себе на листочек выписать, какой чекап нужно выполнять перед размещением, перед экспортом, да, то есть нужно проверить материалы, проверить текстуры, пути к текстурам подчистить, нужно посмотреть, очищен ли коллапсол, сделать всего стека модификаторов, сделать reset форм, потом опять сделать коллапсол, да, в editable поле все перевести. Что еще мы с вами проверяли? Проверяли, чтобы у нас наша модель находилась в нулевых координатах, чтобы были корректные размеры, чтобы что мы еще проверяли? Дальше мы экспортировали. Экспортировали, отдельно экспортируйте. Если вы делаете отдельно корону, отдельно V-Ray, делайте отдельный экспорт для V-Ray и отдельный экспорт для короны. Там FBX выбирайте, либо Obj. Формат Obj, он как будто бы больше используется, но для такого формата у вас должна быть идеально квадратная, например, сетка, либо идеально треугольная. Там у нас мы использовали булин. Когда мы используем булин, у нас там появляются полигоны с большим количеством точек, с большим количеством, точнее, вершин. И это разрешено на 3DD, но это повлечет артефакты в формате Obj. Поэтому экспортируем в таком случае в FBX, называем все корректно, сохраняем в наиболее старой версии. Да, вы видели, что я делала все в 2024 максимум, потом я пересохранила 22, открыла 22, пересохранила в 2019. И, в принципе, 2019 вполне такой нормальный формат, более старые версии, мне кажется, даже более и не нужны. 2019 вполне нормальный. Дальше я вам показала, как я заполняю описание. В принципе, там ничего сложного. Можете описывать сами, описывайте сами. Можете брать с сайта производителя и делайте хэштеги, пишите, сколько полигонов. И вы увидели, как у меня успешно прошла модерация за 2 дня, без каких-либо комментариев, доработок и прочего. То есть с первого раза все приняли, и уже через 2 дня модель купили. Вот. Такой вот туториал у нас получился. Если вам понравилось, ставьте лайк. Это мой первый опыт, это мой первый вообще в жизни урок, который я записала, поэтому если кому-то в чем-то было полезно, пишите. И если есть какие-то пожелания, если есть какие-то правки, если вам там что-то было непонятно, если надо говорить, как-то объяснять по-другому, либо там показывать, какие кнопки я нажимаю, вот, все пишите. Я все посмотрю, все почитаю. Подписывайтесь, ставьте лайк и всего вам хорошего, удачных вам продаж на 3DD.